Снежный коллапс на юге России, страшные ДТП под Новосибирском. Солдат с сифилисом отправят в армию. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. Российская армия атаковала Украину. По городам выпустили 65 дронов, 37 из них удалось сбить. В Киеве обломки беспилотника упали на недостроенное здание, сообщил мэр Виталий Кличко. Разрушений и пострадавших нет. В Черкасах дроны попали по 3 предприятиям. Произошли пожары, никто не пострадал. Также сообщается о взрывах в Сумской области. А в оккупированной части Запорожья украинский дрон ударил по школьному автобусу, сообщили пророссийские власти. Пострадали 5 детей и водитель, у них осколочные ранения. Также сообщается об ударе по оккупированной Горловке, там 5 пострадавших. Дональд Трамп потребовал у Украины ее редкоземельные металлы в обмен на помощь. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский президент заявил, что готов и далее оказывать финансовую помощь Киеву, но при условии, что Украина компенсирует США $300 миллиардов оказанной поддержки. Редкоземельные металлы – это группа из 17 металлов, незаменимых при производстве электроники, в частности литий и уран. Владимир Зеленский упоминал их в качестве возможностей для прибыли в своем плане победы. В Украине таких месторождений около 20. Часть из них находится на оккупированных Россией территориях. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил притязания Трампа на украинские недра. По его мнению, заявление президента США эгоистично. На саммите европейских стран Шольц сказал, цитата, «Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего». Конец цитаты. Минобороны готова бороться с кадровым голодом уже любыми средствами. Ведомство предлагает ослабить ограничения призыва для страдающих сифилисом, гипертонией и шизофренией. На проект постановления обратило внимание движение сознательных отказчиков. Например, призывникам, срочникам с первичным, вторичным или скрытым сифилисом хотят изменить категорию с «ограниченно годен» на призывную «годен с незначительными ограничениями». Кроме того, правительство одобрило законопроект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства. Об этом сообщил «Коммерсант». Штрафовать предлагается в том случае, если гражданин переехал на новое место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеет при этом регистрации. Штрафы хотят повысить с максимальных 5 до 10-20 тысяч. Соавтор законопроекта Андрей Картополов заявил, цитата, «Установленный размер штрафа является незначительным, несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан». Конец цитаты. Снежный коллапс в Ростове-на-Дону. За ночь там выпала треть месячной нормы осадков. В городе 8-бальные пробки, автобусы буксуют в снегу, на остановках скапливаются люди. В одном из микрорайонов пассажиры бежали за автобусом, так как он не смог остановиться из-за снега. В другом люди так набились в транспорт, что выдавили дверь. В нескольких районах области у 30 тысяч человек нет электричества. Десятки домов остались без теплоснабжения из-за аварий на сетях. Также сообщается об упавших на дороге деревьях, перекрыты маршруты 3 троллейбусов. Ночью сильная метель прошла и на севере Москвы. По рассказам очевидцев, сильно занесло аэропорт Шереметьево. Страшная авария под Новосибирском. 2 легковушки «Мазда» и ВАЗ столкнулись на трассе между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка. О ДТП сообщили в региональном МВД. Погибли 5 человек, пострадали 3. Глава района Сергей Синяев рассказал, что в «Ладе» находились 5 человек, из них погибли 3. В «Мазде» были 3 человека и 2 погибли. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что «Мазда» выехала на встречку. Новый выброс мазута произошел на побережье Краснодарского края. Об этом сообщил в своем канале местный общественный деятель Юрий Азаровский. Посмотрите на мои глаза, ребятки. Я всего лишь пробежался 2 километра по пляжу. Я когда читаю комментарии, мне говорят, что ты слишком редко ходишь на пляж. Но может, у меня иммунитет хреновый. Почему у меня такая идет реакция на мазут? Он пожаловался на резь в глазах и стойкий запах топлива. На песке и в воде Азаровский обнаружил новые пятна мазута. Ранее власти утверждали, что мазут не всплывет со дна. Кроме того, в грунте, вывезенном с побережья Анапы, нашли высокую концентрацию опасного вещества, вызывающего рак – бензопирена. Его норма в песке превышена в 22,5 раза. Об этом сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. А в Краснодаре появился баннер со словами «Власть и нефть. Мазут
суд и смерть. Фото баннера разошлось в соцсетях. Сейчас плакат уже сняли сотрудники полиции. Баннер вывесили на Тургеневском мосту неподалеку от местного офиса Роснефти. Напомню, что именно Роснефть владеет топливом, которое перевозили танкеры «Волганефть», затонувшие в Черном море. Телеграм-канал «База» писал, что суда не смогли вовремя выгрузить топливо не только из-за шторма в море, но, вероятно, и из-за указаний Роснефти. Капитан одного из танкеров рассказывал, что работы откладывали, так как корпорация нарушала очередность, отдавая приоритет своим судам. Об этом же говорилось и в его переписке с руководством порта. Экологическая катастрофа в Черном море стала крупнейшей за многие годы. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.